Будем такую делать? Трамвай тоже садовая техника? Ну, как у Дэвида Копперфильда. Здорово, путешественники! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. Мы продолжаем освещать тему дачных железных дорог. И сегодня мы находимся в Ленинградской области. В гостях у Владислава Иванова. У него очень красивая узкоколейная магистраль, но вначале он нам покажет интересную точку, находящуюся неподалеку от его дома. Вот такая водонапорная башня. И это дверь, в которую мы пройдем. И сейчас пойдем там внутри вверх. Ну, по такому случаю надо взять с собой фонарик. Иначе ноги сломаем и точно никуда не доедем. Ну, входим. Если обыграть ситуацию, почему именно Узкоколейка Приморская? Потому что ты как видишь, сколько близко к нам находится Финский залив. Ага. Ух, инфернальненько. Не знаю, ребят, надеюсь, вам все это видно. Подсвети пока что, пожалуйста, наверх. Я тут фоточку сделал. У меня такой фоточки с вида наверх еще не было. О, Красота. благодарствую. Подскажи нам, где осиное гнездо? Я уже сбил случайно башку. Оно пока не действующее. Летом, если он был действующий, я бы уже бачу спускался, для пиздец. Как-то так. По этой трубе, знаешь, как это охотники за привидениями. Так и поднимаемся. Очень отвесная лесенка. Тяжело одной рукой держаться, но тут без рук вообще подниматься не вариант. О, вольеры лежат. Так, штурмуем следующий пролет. Так, сейчас. И вот такая вот награда. Вот это белое поле, это Финский залив. Собственно, почему Узкоколейка Приморская? Ну, как бы да, потому что вот, по сути, Приморье. Вот, вид на населенный пункт, домики, дорожка, видимо, школа двухэтажная, панелька. И вот уже чувствуется, ну, наверное, вы слышите, да, на микрофоне защиты нет, дует с Финки. Ну, это проклятие и благословение Петербурга и его окрестностей. И вот мы все-таки выжили и наконец-то пришли к его дому. Дом сейчас с закрытыми окнами, все-таки зимовка. Ну и пойдемте посмотрим. Вначале уже видно, что вот она, узенькая колея по участку проложена. До нашего приезда здесь особо никого не было, поэтому вначале нам придется помахать лопатами. Но согласитесь, оно того стоит. Ой, как же красиво железная дорога петляет по участку. Ох, вообще, давайте глянем. Вот они, рельсики. Колея всего 300 миллиметров. Вот, смотрите, я на них встаю. О, мимимишно. И ездит по ней всего один подвижной состав, а именно трамвай. Вагон один, зато какой. Ну, давайте отлавливать владельца. А еще с нами сегодня находится Вика. Вика замерзла. Вика вот такая, как касатка, вся укутана в перчаточках и шапочках. А еще я лазила на водонапорную башню, где очень-очень небезопасно. Тебе понравилось? Да. Конечно, к железной дороге это не очень относится. Но посмотрите, какой интересный столб для электропередачи. Там на изоляторе подвешены провода. Они идут до гаража-сарая. И сама технология какова. Железобетонный столб вбит в землю, и к нему тросами надежно примотан уже столб деревянный. А он здесь какой? С натесами. Кто-то выпиливал, заморачивался, время тратил. Но зато эстетически красиво. Прям как будто какая-то вот глубинка Карелии. Так, а наш владелец должен быть где-то в сарайчике. Так, сарайчик. О, здорово. Здорово. Так, это нам лопата? Да. Понятно. Будем чистить дорогу. Именно. Любишь покататься на саночках? И в горочку, там про горочку было. Да. Ладно, давай, сейчас все сделаем. Друзья, у нас появилась отличная возможность немножечко поработать лопатой, а заодно и посмотреть трассу этой прекрасной дороги железной. Очень мимимишный тупичок. Маленький тупичок, сразу кривая и стрелочка. Но стрелочка, в принципе, классическая, ничего тут такого сверх-супер-пупер нет. Трамвайку глянем чуть-чуть попозже, а пока мы будем с вами чистить лопатой дорогу железную.
Заодно и посмотрим ее трассу. Неплохо получается. Так, так. Так. Так, а здесь так, а здесь у нас совмещенная с железной дорогой дорога для пешеходов, тротуар. Хоп, хоп. Вот так это выглядит в зимних условиях. Зачетно, что я могу сказать. Вообще у каждой дороги есть свое назначение. Мы с вами видели дороги таких вот прям дачников, у которых все это хозяйство прям поставлено на поток. Здесь дорога выполняет больше декоративную функцию. И я сюда приехал, как раз сегодня у нас Рождество, друзья, с чем я вас всех и поздравляю. Но приехал я сюда именно для того, чтобы показать вам, насколько эстетично может выглядеть железная дорога на дачном участке. Так, здесь, похоже, у нас тупик. Сделаем такую снежную призму. Так, красота. Дорога пока что не закольцована, поэтому переходим к другой части ветки, к другому направлению. Из-под снега выглядывают шпалы. Колея мала и занимает, в принципе, мало места. Тут же как? Ближе, чем 1 метр к забору на соседний участок, ну, по какому-то закону запрещено строить там дома, сажать какие-то большие деревья. Поэтому дачные железные дороги очень часто идут, ну, как бы по периметру участка. Ну и справедливости ради смотрится это замечательно. Вот у нас трасса идет вперед, а теплица с правой стороны. Ой, на мой взгляд, очень все это уютно смотрится. Я, конечно, понимаю это все на любителя. И не каждый человек поймет и примет, зачем вообще какая-то железная дорога на даче. Но эстетика тут выдержана на высшем уровне. Чего уж говорить. Эх, еще только бы снегоочиститель сюда какой-нибудь, которым можно пройтись и все это вычистить в идеал. У наших российских дачных железнодорожников, ну, как-то принято, что рельсы на шпалах. И шпалы видны прекрасно. Так, доехали. Опа. Вот такая здесь призма получилась. На Западе же люди эстетствуют и прячут шпалы под слоем грунта. То есть обычно рядом с пешеходной дорожкой. И видны только 2 нитки. Ну вот что-то похожее на то, что вы видите сейчас. И смотрится это очень кайфово, друзья. Очень аккуратно и очень эстетично. Даже и не скажешь, что прям железная дорога. Но мы с вами сейчас пробурились по прямым участкам. А тут есть и ответвление. Оп-оп-оп. Стрелочка. Посмотрим, куда она ведет. Так вот, дорога эта не закольцована. Ну, как говорит Влад, пока что. Ну, закольцует, не знаю когда. Якобы у него есть заготовки шпал, рельс. И работы будут продолжаться. Да, конечно, это практической пользы, наверное, особо и не приносит. Это именно про эстетику. Но согласитесь, что же это за жизнь такая, в которой
не надо выбирать место красивым. Вот, например, головка светофора. Казалось бы, нахрена она нужна на даче? Что тут, какое движение? Что тут может задавить такие скорости, что из-за кривой покажется поезд и собьет? Да нет, конечно. Но эстетика, но сам факт. Мы с вами приехали зимой, и темнеет очень рано. И сегодня мы увидим, как вот это все горит. Как под навесом многие лампочки, гирлянды загораются. И это действительно сказка. А сегодня, я повторяюсь, Рождество. То есть это получается рождественская сказка. Ай-яй-яй, так, стык. Очень интересно. И пройтись, куда же все это ведет? Так, ага, здесь смотрите. Такая как петля-волна линия соединяет. Два отрезка. А вот и второй. Собственно, дорога сделана по классической схеме. Это профтруба. Профтруба с поперечинами. Очень просто, достаточно недорого и вполне надежно. Многие грузы, долгие года у людей такие профтрубы выдерживают. О, здесь что-то прям видно, мы в какое-то путейское хозяйство попали. Знаки к переезду, стоп, рама какая-то. Да, прям рама-рама. Так, что у нас тут еще есть? Место разгрузки, выгрузки снега. То, что надо. И следы от каких-то пушистых зверей. Класс. Призма здесь варена намертво. То есть в бочку мы не врежемся. Это хорошо. А тут дальше... тут дальше дачный хлам, который надо разгребать, чтобы замкнуть кольцо. Мы до туда уже с вами прочистили. Ну и скорее для полноты картины давайте дочистим и этот тупичок, чтобы понимать, докуда у нас на Рождество 2023 идет путь. А тут уже все. Тут до нас никто не чистил. Здесь уже находится призма. Вот такая небольшая, но интересная железная дорога. Кстати, посмотри, что происходит. Вот в том минус. У нас под участком болото, и там куча воды. И мы Так. строили коммуникации специально, чтобы эту воду отводить. Но все равно вода же есть под почвой не только в районе железки. И эта вода замерзает зимой и выталкивает почву. Посмотри, насколько здесь железку поднял в этом месте. Видно, что не пришпал, немножко аж в воздухе. Да. То есть это, хочешь сказать, это Да. подняло. И по весне его все снова поведет. И нужно будет это все выправлять, подбивать. Вот, и это все с помощью специальных инструментов, ломов, кувалд, это раскапывать, засыпать и так далее. Это... Ну, железнодорога это хозяйство Да. целое. Но в принципе это несложно, на это и уходит где-то неделя. Поеду на Кавказ, солнце светит в правый глаз. Как поеду на Европу, солнце светит прямо... Итак, ну расскажи, как ты докатился до жизни такой? Все-таки дача, железная дорога, ну мало кто прибегает к такому сочетанию. Хотелось себе железную дорогу еще с детства, собственно. Это было обусловлено тем, что я увлекаюсь, в принципе, железнодорожным транспортом, всем этим делом, да и, в принципе, железяками, и что-нибудь такое собрать, сделать. Вот. Насмотрелся я видео в интернете, побывал на некоторых таких дачных дорогах. Ну и думаю, но все-таки самому это собирать довольно-таки сложно, нужно какой-то наставник, человек, который уже имеет в этом опыт. Ну и волей судьбы познакомился я с дядей Сашей, Александром Владимировичем, известных тоже в кругах дачных железнодорожников, да и людей просто, которые что-нибудь собирают, иначе говоря, самодельщики. Ага. Ну и уже совместно с ним собрали мы, значит, трамвай, у него мастерской, который находится на Горьковской. Прямо, кстати, окна этой мастерской выходят на заднюю часть артиллерийского музея. С нее можно осмотреть его экспозицию, которая скрыта от зрителей. Бесплатно. Да. Так. Небольшое лирическое отступление. Сделали рельсы без шпал. Стрелки, собрали вместе трамвай, отвезли сюда. Непосредственно здесь уже на участке проводились работы земляные мною, шпалы и так далее. Вот. Александр Владимирович помогал, соответственно, делать такие сложные элементы трамвая, как борта с фигурными различными скобами и заклепками. То есть то, что как бы мне, как человеку, который уже умеет что-то собирать, но не профессионалу своего дела, сделать сложно. И чтобы поменьше, что называется, материала пускать в расход, он взял на себя данную работу.
Вокзал же уже мною освоившийся в этом деле, делался мною, вместе с отцом. Потому что конструкции многие нужно кому-то придерживать, все такое, из-за этого мы вместе это все делали. А вот эти вот фигурные штуки, их тут полно. Это делается на заказ, мы заказывали, потому что, естественно, ковку мы пока что не освоили. Вот, это все-таки дело сложное, это нужна отдельная мастерская, поэтому просто это дело заказывали. Вот, а дуги это гнулось, нет, дуги это уже готовые такие купленные, мы нашли готовое решение под навес автомобильный. Ага. Вот, дальше их немножко доделали, тут проварили где надо, сделали фундамент под вокзал. Вот, дальше положили два таких продольных швеллера больших. Вот, это все законтрили туда вниз, как бы залили бетоном, ну и начали строить конструкцию. Вот, лист тоже заказали, определенный нам площади, но он сделан из 4 листов, они там просто нахлёст крепятся. Ага. Там Ну, обычный, как крыша, обычный лист волну идет. Да, да. Вот. Ага, красота. Только мягкая подвеска. Вот она. Мягко. Ну, про трамвай. Да, трамвай. Трамвай выбран не случайно. Вот. Нам нужен был трамвай, на котором можно перевозить как пассажиров, так и грузы. Потому что вагон это время, это деньги. А нужно было завершать подготовительный этап строительства дороги. Вот. На этом трамвае у нас возится пассажиры, ну мы видим сейчас его пассажирский, так сказать, вариант. Сюда можно поставить раз сиденья, два сиденья. Вот. Или же освободить платформу и поставить, у нас есть специальный кузов для щебня, можно вводить плиты и так далее. Ага. Вот. Что, собственно, и делалось. То есть щебень грузился, подвозилось к месту дальнейшего строительства дороги, это все высыпалось. Ну и грузы такие хозяйства, там камни какие-нибудь, булыжники, плиты, потому что участок строится, развивается. Вот. Немножко по трамваю, про конструкцию. Это точная копия немецкого трамвая 1911 года. Мы ее уменьшили в 2 раза ровно. То есть была колея оригинала 600 мм, мы сделали колею 300 мм. Вот, производились такие трамваи с 1911 года, даже может немножко раньше, ну и вплоть до революции. А завод по производству этих железнодорожных изделий и не только находился на месте нынешнего завода Электросила. Именовался этот завод Оренштейн и Копель. Именно предприятие, Ага. которое владело заводом, сейчас, кстати, существует до сих пор, и занимается производством садовой техники. Ну, трамвай тоже садовая техника, получается, Ну, нынче. в этом случае получается, да. Да. А расскажи, как он устроен? Где у него двигатель, какая мощность, какой аккумулятор, какое управление, как угнать трамвай? Да. Да, мы его так прозвали трамваем, на самом деле это электровоз открытый, но он уж очень похож на трамвай, из-за этого мы, как и железнодорожники, электрические трамваями называют так Ага. ласково, мы и также его трамваем прозывали. В общем, передача не как у электропоездов, электровозов через через косозубую передачу, но самая распространенная. Тут у нас цепная. Установлен посередине мотор, от него протянуто 2 цепи к обоим осям. То есть полный привод. Да, на моторе установлен планетарный редуктор. Мощность мотора 750 Вт. Он асинхронный. Ага. Управляется микропроцессором. То есть это как бы кулачковый контроллер. На самом деле нифига не кулачковый, а там просто установлен датчик холла. То есть здесь, по сути, обманка. Да, но Ага. сделано полностью под оригинал. К сожалению, ручка контроля у нас без как бы щелчков, но мы хотим сделать что-то наподобие кулачков, в которых как бы будет внутри датчик холла находиться, но чтобы как бы был этот щелкающий звук, условно говоря, позицией. Ага, ага. Вот. Правда, конечно, ход будет набираться немножко рывками, но это не беда, мы что-нибудь с этим придумаем, чтобы каждый, как бы, как-нибудь это сгладить, потому что сейчас микропроцессорные технологии очень сильно шагнули вперед, и все всегда можно настроить. А надо ли сглаживать? В реале же тоже, Тоже вы- верно. выбираешь резисторы, и вот те эти рывки. Тоже верно. Но будем думать, потому что сцепка-то все-таки тут не беззазорная. А что за сцепка такая интересная? Это по немецкой системе сделано. Также второй вот такой буфер подъезжает, и между ними как бы цепь кидается. Ага. Вот, но сцепка у нас унифицирована со сцепкой Павла Чилина, потому что я к нему свой трамвай довожу. Вот, у него, правда, классическая узкоколейная сцепка, но у нас есть переходник. Ага. Вот, ну и в принципе между теми, кто строит на данную колею дорогу, у нас есть условная договоренность об унификации сцепок. То есть таким образом, если кому-нибудь приедешь, чтобы можно было сцепки на одной высоте иметь. Ну и, конечно же, желательно просим сделать либо узкоколейные, либо такие, чтобы можно было не придумывать кучу переходников. Буферы, цепи, все дела. Да, и все. Вот. А почему не хотим делать рывками? Потому что оно будет все растягиваться, оно будет дергаться. Потому что Ну, дергает он знатно. так Ну, оно и да. работает. Ага. Трамвай у нас, соответственно, оборудован тормозами ручными. Здесь у нас
ручной тормоз. У оригинала он был немножко по-другому, там такой грузик находился. Вот, примерно как у стрелки, вот, которая вот там у нас находится. Вот, но он бы сюда бы очень так с треском влез. Грузик, так сказать, определенного калибра. Поэтому сделать такой ручник, а-ля как на автомобиле. И от него протянута тормозная рычажная передача с композитными тормозными колодками. Вот, также здесь можно заместить буксы, тоже буксы, как у оригинала. Точились они на лазере. Подсветка довольно-таки, подвеска довольно-таки мягкая. Вот, то есть сглаживают он таки нормально, отрабатывает она на все 100. И насколько хватает запаса хода на одном заряде аккумулятора? Ну, летом при нормальной температуре можно потихонечку весь день прокатиться. На Вот. целый день? Да, то есть, ну, Класс. так, с перерывом. Непрерывно, наверное, полдня где-то. А какой емкости у тебя аккумулятор? А вот емкость реально не помню. Это надо смотреть на этикетке. Ага. Ну, он сейчас у нас заряжается, поэтому Да, давай посмотрим. И, напруга наверное, 48 вольт. посмотрим. Даже с этикеткой что-то не Это так. он у тебя сборный, да, из 18650? Да. Ага. Прикольно. Или тепловин. Видишь, показывает 3000 миллиампер. Это, наверное, в одной Да, 18650 3000 миллиампер. возможно. 13 серийсно, 4 параллельные. То есть 13 таких аккумуляторов. Унификация у них 18650. 13, значит, последовательно соединено. И 4 такие гирлянды соединены параллельно. На выходе получается 48 вольт, 12 ампер час. Да. Итак, вот аккумулятор. Небольшой. Сюда. Сейчас нужна будет твоя помощь во впихивании его. Ага. Нужно будет эти вот все какие провода. А здесь, соответственно, контроллер управления, да? Если он влезет просто в этой штуке, я его сейчас надо вообще прикинуть. Давай посмотри. Как бы, Не, думаю. А не, во, влезает. Его надо под контроллер засунуть, там как бы место он есть. по высоте зайдет? Слушай, вряд ли, да. Надо тогда его просто изъять эти штуки, просто будем отогревать в бусике. Да без проблем. Так. Ну, небольшая батарейка-то такая. Да, так как сегодня мы камин не топили, из-за этого будем отогревать в бусике. Ничего, автодом натоплен. Да. Хоп. Да, современная электроника, она вообще проще пареной репы. Аккумулятор, пара проводов, контроллер, ручка плавная. И вот уже на двигатель подается напряжение, плавно регулируемое. Да. У нас просто аккумулятор используется и на дрезину, и на трамвай, поэтому штекер универсальный мы не нашли, поэтому приходится вот так изгаляться. Точнее, на дрезине штекер есть, на трамвае пока штекер не припаял. Угу. Это приходится так, ну тут нормально. Оп. Держится? Вот такой. Да. Так, что дальше? Закрываем. Да, ну, собственно, все, сейчас ключ поднять и ехать. Так, ставим седалище. Тут у нас имитация подсоединения. И что интересно, ключевой доступ. Ой, я встал на вагон. Мягкий такой. Так. Это как анекдот про мягкий вагон, когда Чукча мягкий вагон искал. Знаешь? Жми. В общем, как-то идет по форме Чукча, значит, бьется башку об все вагоны. Ну, знаешь, что в советское время мягкие вагоны были. Все мягкие вагоны. В общем, у него проводник спрашивает: молодой человек, вы что вы делаете? А Чукча умный, Чукча мягкий вагон ищет. Это то же самое про мягкий вагон, мягкий трамвай. Так, и что у нас тут происходит? Мы же на башмаках, ё-моё. Мы на башмаках, да, надо разбашмачить. А это типа реверс. Да. Ага. Так, Я думаю, гладко уперлись. башмачки. Но зато башмаки проверили. Ну, какие? Деревянные маленькие Да. чушечки. Держат свои функции, выполняют. Надо сделать какой-нибудь стилизованный, но проблема в том, что он будет слишком маленький тогда. Надо тогда сделать стилизованный, но с большим... Ну, короче. можно, да, а-ля царский такой. Да, да. Ага. Слушай, им хорошо, можно что и мангальчик растопить, Да. пока катаемся. Так. Башмаки есть. Попытка номер 2. Так. Мы сейчас куда поедем? Сейчас туда. Ага. Так, реверс. Так, мощь. Меняем направление движения.
наша посадка. Ощущение, как на шахтном электровозе в Боровичах. И вот такие промышленные задники дачи. Здесь нитки прям висят на воздухе. Оп. Встали. В бетонных, короче, устоях стоит путь, немножко более глубокий, нет контррельса, тут надо притормозить, надо немножко обострить, придется от Пустовинова. Ага, чувствовалось. Взяли ломик, стрелки замерзшие, надо им помогать переводиться. И у нас все стрелки еще сделаны станины с переводным механизмом. Вот наш рабочий поезд выдвигается. Здесь пока стрелка просто одни остряки и нет никакого переводного механизма. Но будут разные варианты с подсвечивающимся стрелочным указателем, с такой просто стрелкой плоской, ну и там с балансиром. Так, значит, как это происходит? Просто ломиком. Оп. Тяга уже сделана, и стрелочные брусья есть, только осталось станину установить и все. Сейчас пока как действительно, как на настоящем трамвае, Да. ломиком и все. Да. Теперь осталось обкатать последний прямой участок. Все, уперлись. Сейчас пойдем пить горячий чай в автодом. Аккумулятор берем с собой в тепло. И здесь, оказывается, есть маленькая платформа. А это лавочка для ожидающих поезд пассажиров. Да. Очень аккуратно сделано. Так, у нас Мимимишно. будет единый стиль у всех платформ, они будут деревянные. Такого коричневого немножко дерева. Примерно как цвет, только уже немножко подвыцвевшей палубы трамвая, но более такой чисто стиль кантри. А-ля как платформа Русскеальского экспресса. Ага. Нечто похожее будет. А вокзал вообще будет весь зашит деревом. То есть как в железнодорожном музее Сакраменто у них чуть не паркет в этом музее. И там прям по этому паркету поезда есть. Это прям так рельсы встроены. Класс. Вот, вокзал будет как вторая беседка. Еще одна платформа будет у того домика и еще одна здесь. Там. А пока что, чтобы уже можно было катать народ, у нас просто плиты сделаны, чтобы как-то обозначить вообще места посадки. А какие вообще перспективы дороги? Вот, наверное, замкнуть кольцо Да, надо. кольцо будет замыкаться как вот этот путь. Соединиться с путем тем, там вот стрелка такая есть, немножко. Да-да-да, где тот тупичок, мы его Он прочищали. туда. Ага. Дальше тот тупик а-ля промышленный, соединиться с тем прямым путем, и у нас получится петля, которая встроена в кольцо. Ага. Вот, а петля для разворота паровоза будет предназначена, Какого паровоза? которую мы будем делать. Прям на пару. Да. Ох. Прямо с двумя паровыми машинами, с крылошатунным механизмом, прям такой паровоз с паровозом, наверное, с тендером, потому что мы хотим сделать будку тоже как бы копией, потому что если делать будку, которую можно залезать, она будет немножко непропорциональна. В принципе, смотрится красиво, но мы хотим прям копию делать. Из этого машинист будет немножко в тендере сидеть, но при этом находиться частично в будке. Ага. Вот таким образом. Хотя, может быть, будку сделаем побольше, но все равно сделаем тендер. Хотим с тендером сделать, потому что танк-паровоз у нас уже есть. Даже два. Это у дядюшки Чилина. Да, вот. И второго Миши. Да. Переславлю. А с тендером еще ни у кого нету. Так что мы будем делать с тендером. A few moments later.
бегу, догнать не могу. Елка прям габарит сделан на цвет сосна. И как, ребят, эстетично смотрятся две черные нитки на белом снегу. И как приятно, что они вот так огибают деревья. То есть ничего не рубилось, ничего не пилилось. И все это живет в таком добром соседстве. Очень мимимишно. И вокзальчик какой красивый. Влад, слушай, очень крутая дорога, классный трамвай, все очень атмосферно. Стоя здесь под таким навесом, вот, нарушая охрану труда, на головках рельс, трамвай. Вон, Вика, ты довольна? Я очень довольна, очень круто. Будем такую делать? Смертельный номер. Викуся будет рулить железнодорожным подвижным составом. Без прав управления. Естественно, в этом вся и суть. Итак, начинаем. Что надо делать, Вики? Сейчас, пока мы что ставим реверс в нейтральное положение, вот здесь у нас у него имеется носик, это хвостик. Так, Носик показывает направление движения. Сейчас он смотрит никуда, то есть мы никуда не едем. так, Но раньше он смотрит в ту сторону, то есть он едет туда, в тупик. Так. Нам ехать не надо. Дальше через нейтральное положение мы его ставим вперед. так. Все, мы едем вперед. У контроллера ход только, естественно, в одну сторону. Значит, прибавление оборотов. Так, его нужно потихонечку, чтобы как бы нигде не вылететь и не садиться. Ага. А вылететь возможность есть. Ну, на большой скорости чисто теоретически, да. Ты Не слышала? Да. Там еще есть елка. Ага. Я думаю, что ее нужно покрасить в желто-черный цвет. Полосочку наклонную. Да. Безусловно. Ну, поехали. Как это все будет? Реверс поставили. Вика, Да, от себя контроллер. от себя. Страшно. Мне как владельцу трамвая еще страшнее. Итак, наделали клевых фоток для превьюхи. Настало время попробовать проехаться на этом стальном монстре. Так, ну поехали. Тебе страшно? Нет, не особо. А мне что-то страшно. Так, ключ включен. Так, тормоз отпускаем. Влад сказал, здесь еще есть концевичок, разбирающий тягу. В принципе, это здраво. Реверс. Сначала туда и аккуратненько, аккуратненько. Да, сначала небольшой такой тынь, а дальше идет плавно. Да, на шиме очень плавное управление. Так, и тормоз. Опаньки. Класс, прям работает все. Переключаем реверс. Давайте тягу. Ага. Так, вот. Как раз мы сейчас напоролись на срабатывание концевичка. Вика дает тягу, тормоза еще не держат. А тяги нет. А почему? А потому что был концевичок. Путь играет. Все-таки выдавливает рельсы. Господи, как красиво, ребят. Так, в кривой не гоним.
Ну, ощущение, если не прям железная дорога, то как минимум промпути стопудово. Причем такие очень аккуратные, что нетипично. А вот это, кстати, это заготовки рельсовой решетки. Ну, шпал там нет, там металлические перемычки между ними. Для того, чтобы замкнуть кольцо. Ой, ну как же красиво между деревьев. Все, до веточки. Дальше переключаем. А он уже с горочки сам пошел. Ну-ка, Вик. Давай, до платформы дотянешь? Ну-ка. Так. Все, 0. И на тормоз. Оп. Ну что, замерзла? Замерзла. Ну иди отдыхаем, мы пока будем музей смотреть. Все, Вике скажем пока-пока. Пока-пока. А сами едем дальше. Уже порожняком. Ух ты, смотрите, а Влад уже включил освещение. Вот это да! Предлагаю посмотреть на это поближе. Вот чем отдельно хороша именно эта дачная железная дорога, это аккуратность и мимимишность. Украшено все к Новому году и Рождеству. Но самый писк — это вот эта гирлянда. Уже, друзья, скоро стемнеет, мы с вами увидим, в какую сказку превращается этот павильон-вокзал. Это поистине чудесно. И лампочки такие, а-ля в стиле лофт. Ребят, все-таки хочу еще признать, что звуки у вагона, как у настоящего трамвая, КТМ какой-нибудь 8, послушайте сами. Класс, да? Вот, значит, как выглядят загажники музея. Ух ты, Сывлова, Беляева, Медведкова. Вот еще сзади там такой знак, возможность падения с платформы. Ага. Единая сеть. МТ Фри, питерский вариант. Так, дом построен. ОЭВРЗ, сделано в России. Улица Седова, Санкт-Петербург. Так. Вот еще. Так, и здесь куча железнодорожных артефактов. Фанатских. О, Лего, я о таком в детстве мечтал. Лего поезда. Прикольно. Километровый знак там лежит. Ага, первый, второй. Литера от светофора. И куча табличек всяких. Куча. О, локомотивный светофор, стоп-кран у меня, кстати, дома есть. Причем тут таких 3 штуки. Прям Вообще, магнат. Еще есть такие старые советские с тиснением, как бы такие объемные. Ага. Но они не здесь. Это вообще совершенно малая часть всего. А это, я смотрю, это от вагона софит плафон. Да, таких вот целый мешок. Господи. Так, а это на прожектор похоже. От ЧС-2. От ЧС-2. Еще один стоп-кран, рукава тормозные, РБХ, рации. С вагона, он Тверской вагонзавод. Шкодовские эти. ЧКД Прага, это с Чмохи. А вот это откуда? Великолукский. А это с чего снято? Ой, не помню, это мне подарили. 86-й год. Вот, даже какая-то пожарка тут есть. Господи. А, еще смотрите, ребят.
плафоны от электричек. Вот те самые, помните, R2, вот это оно и есть. И какой-то тубус метро с собой. Ну, что я могу сказать? Для кого-то это что-то не совсем нужное на каждый день. Но для тех, кто увлекается, тех, кто понимает, тех, кто в этой теме, особенно локомотивные светофоры, это вообще, это фетиш. Люди просто спят и видят, хотят себе такую штуку. А у нас их две. Один надо показать будет, у нас же один рабочий есть. А, рабочий есть? Ну, который у нас... Загорается, да, Да. лампочки? Да, покажем, хорошо. Вот просто, как я говорил ранее, часть коллекции, она просто лежит в запасниках. У нас подобного добра, там чуть не несколько тонн, у нас светофоры и большие есть, и всякие такие таблички, это уже большой музей. Есть еще вот такие стенды всякие, но это не железнодорожное. Ну, это для наших юных посетителей, это вообще масс. Это, в общем, использовалось в различных техшколах, как оборудование для показания работы планетарного редуктора. Вот здесь приходят на скорейку, и вот чтобы им что-нибудь покрутить, тоже было интересно. Вот, допустим, такая вот штучка у нас есть. Ну да. А подскажи, пожалуйста, я думаю, многим будет интересно, а откуда это все берется? Это либо покупается на металлобазах разборки поездов по цене металла, либо покупается или выменивается у таких же любителей. Ага, то есть есть какой-то черный рынок железнодорожных артефактов среди любителей. Ну, типа того. Вот. А так, некоторые вообще было просто подарено, что называется, дары музею. Ребята, вот я не знаю, вам видно, нет? Ладно, тут с электрички связь с машинистом. А вот помните, вот такие полочки были на пассажирских вагонах. Значит, она крепилась, здесь такие ушки стояли снизу. Они у меня есть. Вот. И она вот так вот крепилась. Хоп, хоп. Вот это вообще, для кого-то это воспоминание прямо из детства. Хромированный металл, вот это вот веревка. Удивительное качество. Сколько лет такие вещи катались в вагонах. Сколько пассажиров, которые, ну, сами понимаете, не мое, аккуратно обращаться не буду. И все равно это жило очень долгие года. Продолжение коллекции оказывается здесь, в промышленной части. Да, тут еще Как раз это знаки. Да, Правда, они тут примерзли, но я думаю, каждый из вас видел подобные знаки близ ЖД переезда. это самопал. А вот это что за железяка? Это остатки от дрезины цикалей на 750 мм электрической. Ага. Это она оказалась не очень хорошей, потому что там колесики маленькие, она сходила в всех крестовинах. На ней не везде покатались, для этого решили разобрать, а колесики маленькие ведут на какой-то промышленный вагончик. А что за вообще дрезина 750? Расскажи про нее, Я вкратце. думаю, в видео можно будет ее фотку прикрепить. Это да, ну ты расскажи Вот. про нее. Товарищ мой делал, который сейчас в Сербию переехал, электродрезину с коллекторным двигателем. Катались, ездили на ней, но уже в Гладкое. В Тёс вот так и не доехали. Вот. А там в Гладкое она несколько раз сходила с рельсов. Катались по южной трассе Малооктябрьской и по северной. Там она прет нормально, но сейчас, короче, так эта структура ЖД Малооктябрьской, там сейчас с этим стало гораздо жестче, со всякими покатушками. Поэтому там стал не вариант. Но скалить куда-то, возить ее далеко, сейчас своих дел много. Потом он начал переезжать, товарищ. Дрезину отдал мне, аккумуляторы его. Аккумуляторы продали. Дрезина оказалась никому не нужна. В итоге буксовые узлы одному тоже товарищу отдал. Может быть, ему хозяйство пригодится. А но... тот-то товарищ в курсе, что все раздербанили и распродали. Да, уже давно. В Понятно. общем, вот. Значит, такое напоминание осталось. Да. Так, вот еще один экспонат. Это уже старый знак, еще советский. Все эти буковка выштампована. Здесь штампованные элементы. Так что раньше заморачивались, конечно, на знаки побольше. Да. Обратите внимание на табличку. Это оригинальная амендорфская из красной стрелы, между прочим. Да. Так, что в туалете у ЖД Фана? Собственно, туалет, стилизация под железнодорожный и Ничего. ничего. Вот так вот. Поэтому, друзья, о том, что железнодорожные фанаты на всю голову отбитые, это немножечко утрировано. Не на всю. А тем временем начался вечер, началось время рождественских гирлянд. И дорога поистине преображается. Вот эта самая сосенка, которая своими ветками поглаживала трамвай, проходящий мимо, сейчас украшена гирляндой с приятным желтым светом. Очень уютно, настоящая зима, друзья. А вот так все будет выглядеть, когда поезд приближается. И опасно.
Как же ярко смотрится на снегу вот этот красный свет. Я же говорю, эта дорога, она все-таки про эстетику. Ну и самая звезда, самая сказка, конечно же, это вечерний вокзал. Его удивительная лофт-подсветка. Ух, на улице мороз, а ощущение какого-то тепла и радости. Оказаться здесь действительно приятно. Зимним вечером прокатиться на этом удивительном трамвае. Колея всего 30 сантиметров. Такая маленькая, но столько дарит эмоций, радости и счастья. Вы сами посмотрите. Но это ли не сказка? А вот так мы накрываем вагон. Огромный чехол. И сейчас мы его будем упаковывать. Так, давай. Опа. Так. Так. У меня село. И вот так вот, смотрите, он отдыхает. Прикольно. С таким чехлом были бы окошки спереди, сзади. Можно и в дождь кататься. Оп, как у Дэвида Копперфильда. Вот такая дорога у Владислава. Все-таки приятно, когда человек добивается своей мечты, и мы видим такой поистине выдающийся результат. Эстетика зашкаливает, дорога справляется со своим функционалом на 100%. Поэтому пожелаем нашему товарищу, чтобы он замкнул кольцо, чтобы развивал свою магистраль дальше и получал удовольствие как от дороги, так и от жизни. Чего я и вам всем желаю. Большое спасибо за просмотр, а также за лайк и подписку, если вы еще не подписаны. И желаем вам всего доброго. Пока-пока.